Как-то раз мои знакомые прислали мне маленькую размытую фоточку с припиской: «Юля, мы сидим тут в кафе в Сиднее, а за соседним столиком сидишь ты». Фото было сделано на телефон и издали, но женщина на нем была очень похожа на меня. Фигура, профиль, волосы, поза, то, как она сидела. Я в этот момент была в Канаде. В Сиднее я никогда в жизни не была, и никаких родственников в Австралии у меня нет. Просто ребята наткнулись на моего двойника. У них это вызвало исключительно веселье, они люди не суеверные. Но когда я увидела эту фотографию, признаюсь, я испытала отчетливое и неприятное чувство. Нечто среднее между мистическим ужасом и дуновением паранойи. Я почувствовала на собственной шкуре, почему люди по всему миру веками боялись доппельгангеров и считали, что встреча с самим собой сулит несчастье. Почему в некоторых культурах близнецы были табу, их появление предвещало страшные бедствия. Почему до сих пор близнецы используются поп-культурой как символы коварства и зла. При том, что на самом деле близнецы и двойники – это замечательная загадка природы и уникальная живая лаборатория, помогающая ученым понять законы наследственности и влияние окружающей среды на человеческое здоровье. С 21 мая по 21 июня Солнце проходит дом Близнецов. Популярная астрология утверждает, что люди, рожденные под знаком Близнецов, любопытны, остроумны, скоры на подъем, способны к многозадачности, но часто распыляются, непостоянны и легко меняют мнение. Их душа переменчива и двулика. В греческой мифологии близнецы связаны с мифом о Диоскурах, Касторе и Палуксе, паре близнецов, зачатых Ледой от двух разных отцов – мужа ее, царя Спарты, и бога Зевса. Это, кстати, крайне редкая, но возможная ситуация. Называется, я попробую произнести с первого раза, гетеропатернальная суперфекундация, когда у близнецов, у двойняшек, разные отцы. Маленький отход в биологию, не разбегайтесь. Вообще, многоплодная беременность, когда в результате одной беременности рождается больше одного ребенка, для разных видов животных может быть как нормой, к примеру, для собак и кошек это абсолютно нормально, так и скорее редкостью. К примеру, для медведей или львов, у которых обычно рождается один или два детеныша, а тройни уже очень редки. Для других же видов это крайняя редкость, и такая беременность сопровождается большой опасностью как для матери, так и для плода. Например, у слонов или лошадей близнецы практически никогда не случаются, и если это происходит, то они, как правило, гибнут. Человек на этой шкале находится примерно на границе второй и третьей категории. Для людей рождение близнецов довольно большая редкость, и она несет заметный риск для матери и ребенка, детей. В среднем близнецы у людей составляют около 2% от всех новорожденных, а тройняшки только 2% всех близнецов, и с увеличением количества детей вероятность резко падает. Официальный рекорд сейчас в книге Гиннесса – 9 выживших детей, единственный известный случай в истории. В общем смысле слова близнецы – это дети, рожденные от любой многоплодной беременности. Они подразделяются на два вида – монозиготные, однояйцевые, идентичные близнецы, и полизиготные, неидентичные, непохожие близнецы, которых по-русски обычно называют двойняшками или тройняшками, четверняшками, пятеряшками, потеряшками. Это тоже близнецы, хотя они могут быть совершенно не похожими друг на друга. Полизиготные близнецы рождаются, когда одновременно были оплодотворены две или более яйцеклетки. Из каждой из них развиваются зародыш
из которого вырастают фактически обычные братья и сестры. Просто они рождаются не последовательно, а разом. Они похожи друг на друга не больше, чем любые братья и сестры похожи друг на друга. Вот, например, Скарлетт Йоханссон с ее братом-двойняшкой Хантером, который на 3 минуты младше ее и на голову выше. Настоящие же однояйцевые идентичные близнецы случаются, когда оплодотворенная яйцеклетка, по мотивам до сей поры точно неизвестным, вдруг бац и создает одновременно 2 зародыша. В чрезвычайно редких случаях этот процесс может повториться, и тогда родится тройня и так далее. Поскольку эти зародыши происходят от одной яйцеклетки и от одного сперматозоида, то у них практически одинаковые гены. Раньше говорили, что у однояйцевых близнецов абсолютно одинаковые гены, но сейчас стали более осторожно говорить, что у них практически одинаковые гены. Но однояйцевые близнецы всегда одного пола, и они очень похожи друг на друга. Иногда их бывает крайне трудно различить, особенно в детстве. Но на самом деле они не совершенно идентичны. У них, к примеру, разные отпечатки пальцев. И с возрастом близнецы все сильнее внешне разнятся друг с другом. А вообще, если вы имели дело с близнецами, вы знаете, что они не прямо уж неразличимы. Только если они нарочно прикладывают усилия, тогда вы можете спутать одного с другим. Я брат Винсента. Мы близнецы. У нас в художественной школе были 2 сестры-близняшки, очень похожие. И поначалу мы, дети, постоянно их донимали, требуя рассказать, как они обманывают родителей и учителей, как они злоупотребляют своей похожестью. Они, помнится, отвечали никак. И через некоторое не такое уж большое время я осознала, что на самом деле различать их мне ничего не стоит. Они были разными людьми. Одна более экстравертная, общительная, живая, другая более сдержанная, скромная. И поэтому они были очевидно разные. Их аура, манера говорить и двигаться, мимика – все было отчетливо своеобразно. Анатомическая схожесть померкла, индивидуальные различия вышли на первый план. Однако все дети близнецам завидуют и уверены, что те только тем и занимаются, что обманывают взрослых. Их сходство кажется суперспособностью, как умение проходить сквозь стены и читать мысли. И даже став взрослыми, мы где-то в глубине души сохраняем это настороженное отношение к близнецам. Что у них на уме? Эти люди с первого мгновения жизни и даже до этого, делящие каждую секунду опыта, связанные особенной уникальной связью. Не в сговоре ли они? Что они замышляют за нашей спиной? Кто они, эти генетические суперагенты? Близнецы присутствуют в мифологиях многих культур по всему миру. Первые боги часто были близнецами. Луна и солнце, земля и небо, день и ночь. Иногда близнецы представляются как 2 половины одного целого, связанные связью более сильной, чем у обычных братьев и сестер. В других же случаях они яростные соперники, выражающие дуалистическую космогонию и вечную борьбу добра и зла. Древнегреческие небесные близнецы Диоскуры, Кастор и Паллукс, хоть и были сыновьями разных отцов, но они были связаны настолько сильной привязанностью, что, когда сын смертного, Кастор, был смертельно ранен, сын бога, Паллукс, отдал ему половину своего бессмертия, чтобы не расставаться с братом. И с тех пор они половину года находятся на Олимпе, а половину в Аиде. Поэтому их созвездие, близнецы, можно видеть на небосклоне только в течение 1,5 года. В Древней Персии одна из ветвей зороастризма, зурваниты, персонифицировала абстрактную дуальность зороастризма в божественных близнецах, рожденных временем. В этой космической модели близнецы Ахура-Мазда, Ормузд, и Ангра-Манью, Ахриман, были вечными идеями добра и зла. Ормузд, добро, должен вечно побеждать Арихмана, зло, пока не наступит конец времен.
Близнецы были одной из загадок природы, вызывавшей беспокойство людей с глубокой древности. Поскольку их рождение было редкостью и часто сопровождалось смертельным риском, близнецам часто приписывали негативное, потустороннее и злое происхождение. И с культурологической точки зрения чрезвычайно интересно, что, к примеру, в Африке, где вероятность рождения близнецов несколько повышена, отношение к близнецам в разных культурах может быть диаметрально противоположным. Народ Йоруба считал рождение близнецов хорошим предзнаменованием, а самих близнецов – священными, маленькими богами. Йоруба верили, что близнецы обладают сверхъестественными способностями, которые приносят богатство и удачу их семье, и поэтому относились к ним с большим почтением. Если один близнец умирал, жрец вырезал взамен него деревянную фигурку – ибеджи. Родители относились к этим статуэткам как к живым детям, одевали и наряжали их, пели им, кормили их и заботились о них. При этом соседствующий с ними народ, Эфик, считал рождение близнецов чрезвычайно плохим предзнаменованием, которое могло принести огромные бедствия. Эфики были уверены, что отец одного из младенцев – злой дух, а мать, соответственно, якшается с демонами. И поскольку разобраться, который из близнецов был настоящим человеком, а который монстром, было невозможно, то обоих детей относили в специальный злой нечистый лес, куда никто не ходил, и бросали там на произвол судьбы в больших керамических горшках. Мэри Слессер, шотландская миссионерка, женщина уникальной судьбы и большого героизма, приехала на территорию Эфик в Нигерии в 1876 году, чтобы распространять там христианство. Она выучила язык Эфик, жила вместе с ними как местная и добилась безоговорочного доверия. Узнав о предрассудках, связанных с близнецами, Мэри Слессер не только начала активно просвещать местных, противясь жестоким обычаям, она отыскивала брошенных младенцев и приносила их на усыновление в дом христианской миссии. Мэри сама усыновила 8 детей и в значительной степени способствовала искоренению этой жестокой практики. После ее смерти ее именем назвали школу в Нигерии и соорудили в честь нее благодарственные монументы. То есть я хочу заметить, что культурное отношение к близнецам нельзя объяснить просто их редкостью, как я, к примеру, объясняла отношение к рыжим детям, которых тоже считали сверхъестественными существами, поскольку они были редкие и иногда не похожи на родителей. Почему же близнецы порой внушают страх? Почему Стэнли Кубрик, снимая свой прославленный фильм ужасов «Сияние» по роману Стивена Кинга, намеренно отошел как от книги, так и от сценария и ввел в картину девочек-близнецов в голубых платьицах? Хотя по сценарию сестрам было одной 8, а другой 10 лет. Но Кубрик почему-то использовал настоящих близнецов, чтобы создать одну из самых легендарных сцен кинематографа ужасов. Что же такого пугающего в их молчаливой и многозначительной симметрии? Про близнецов любят рассказывать страшное, что между ними якобы существует телепатический контакт, что когда с одним случается беда, другой это чувствует, и если умирает один близнец, то и другому недолго осталось жить. Это, кстати, никак не подтверждено. Ради бога, не обращайте внимания на суеверие. Что правда, так это то, что близнецы иногда говорят между собой на выдуманном языке, который больше никто не понимает. До 40% пар близнецов в раннем детстве создают свой собственный язык, который знают только эти двое. Это называется криптофазией. Для братьев и сестер разного возраста это не характерно, только для близнецов. Дело в том, что близнецы, поскольку они находятся на одном уровне развития, часто копируют друг друга и создают для себя такой
зеркальный коридор социализации, в котором рискуют заблудиться, особенно если у них ограничен доступ к другим детям. И когда они учатся говорить, они копируют друг друга, создавая свой язык. То есть близнецы действительно немного особенные. Они могут создавать изолированную ячейку, обособленную до какой-то степени от других людей. С одной стороны, это дает им абсолютно уникальную любовь, понимание и поддержку, какие навряд ли знают другие люди. С другой стороны, это может, не обязательно случается, но может изолировать их от общества, сделать странными для других людей. И это в дополнение к их волшебному сходству. Наш мозг очень хорошо приспособлен различать человеческие лица. В своей популяции, я хочу заметить, вот этот наивный расизм, что люди другой расы все на одно лицо, на самом деле биологически объясним. Это не расизм на самом деле, это навык, который люди получают с самого рождения. Мы с младенчества должны уверенно отличать сначала маму, потом других членов семьи и людей, которые отвечают за наше выживание, от посторонних. И в результате мы отлично научаемся различать лица, встречающиеся в нашем окружении. И гораздо хуже различаем лица, которые мы не видели в детстве. Мы очень здорово умеем распознавать самые тонкие различия в чертах лица, причем интуитивно, сами не понимая, как мы это делаем. Эта способность издавна сцеплена с верованиями о душе, то есть об уникальной индивидуальности человека. Внешность человека, особенно его лицо, кажется непременным атрибутом его персоны, его сущности, бессмертной души в религиозном мировоззрении. И когда люди видят двух совершенно одинаково выглядящих людей, это вызывает сверхъестественную тревогу, базирующуюся на биологических механизмах выживания. Нам кажется, что произошел какой-то сбой в системе. С младенчества мы боремся с этим кошмаром потеряться. Что, если мы не сможем различать людей? Как мы узнаем маму? Кто нас накормит и обогреет? Как мы сможем избегать чужих? Если я не могу отличить этих двух людей друг от друга, что это значит? Что со мной что-то не в порядке? Что я в какой-то момент не узнаю собственных детей в толпе других детей? Что, если я однажды проснусь, и я не узнаю самого себя в зеркале? Все это происходит на подсознательном уровне. Мы не отдаем себе отчета, почему нас так тревожат близнецы. Они бросают вызов этому глубоко сидящему рудиментарному страху, подкрепленному порой религиозными верованиями. Если уникальное лицо – это определенная душа, то у двух человек с одинаковым лицом одна душа, у каждого по половине души, или один из них человек с душой, а другой пустышка, демон. И поэтому близнецы периодически сталкиваются не только с немного назойливым доброжелательным любопытством, но и с подавленным недоброжелательством. Двойникам, любым копиям, люди постоянно приписывали злые намерения, потому что у них была способность к обману. Фальшивые монеты, ядовитые грибы, выглядящие как съедобные. Зеркала с древности были волшебными объектами, которые открывали портал в другой мир, где жили двойники, которые могли выйти в наш мир, подменить нас, украсть нашу жизнь. Сначала это были демоны, чудовища зазеркалья, а потом появились инопланетяне, которые носят тела людей как костюмы, человекоподобные роботы и клоны. Мое поколение выросло на приключениях электроника, и в каждом из нас жил Сыроежкин, лоботряс, жаждавший переложить свои обязанности на гениального робота, похожего на него как две капли воды. Чуть ты на меня такой похожий, а? Но фильм объяснял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Идеальный волшебный двойник похитит нашу жизнь и сделает нас никому не нужными и несчастными. И эта тема проходит насквозь через всю западную культуру. В фильме «День шестой» с Арнольдом Шварценеггером
Главный герой возвращается домой, а там его клон уже занял его место и ужинает с его женой и ребенком. Я не буду спойлить сюжет, прекрасный фильм. Ужас, что мы не уникальны, что нас можно заменить, частично ответственен за этот мистический страх перед двойниками и близнецами. Слово «доппельгангер» вошло в мировую культуру благодаря немецким романтикам. Доппельгангер буквально означает «второй ходок», «ходячая копия». И впервые оно было употреблено в юмористическом романе Жана Поля, немецкого писателя, это псевдоним, в 1796 году. То есть этот термин был придуман литератором. Изначально он не подразумевал ничего зловещего. Доппельгангер в романе Жана Поля, напротив, помогает главному герою, и все заканчивается хорошо. Но уже к началу XIX века доппельгангер однозначно стал предвестником несчастья. Сформировалось устойчивое поверье, что встреча с самим собой, с доппельгангером, это предвестник смерти. Перси Bysshe Shelley в своем «Освобожденном Прометее» пишет: «Кудесник Зороастр, в саду блуждая, встретил образ свой. Из всех людей один лишь он увидел видение такое. Знай, что есть два мира – жизни мир и бледной смерти. Один из них ты видишь, созерцаешь, другой сокрыт в глубинах преисподних, в туманном обиталище теней всех форм, что дышат, чувствуют и мыслят, покуда смерть их вместе не сведет навек туда, откуда нет возврата». Последняя строка дословно гласит «Till death unite them and they part no more», пока смерть не соединит их, чтобы они больше никогда не разлучались. То есть доппельгангер – это наше отражение в мире теней, и когда мы сойдемся с ним в одной точке, мы соединимся в одно, и это будет смерть. Хорошо известна история о том, что сам Перси Bysshe Shelley незадолго до смерти видел своего двойника. XIX век был помешан на идее двойников как метафоре раздвоенности духовного мира человека. Идея, что у каждого человека есть в каком-то смысле близнец, нематериальный, сверхъестественный или воображаемый, и он является его противоположностью, его антиподом, захватила писателей и мыслителей. Предельным выражением этой концепции стала новелла Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде. Карл Юнг, наконец, подытожил эти идеи в своей концепции тени. Это часть личности человека, которая состоит из вытесненных, отвергнутых и неосознаваемых сторон. Туда попадает все, что не совпадает с идеалом «я». Все негативные стороны личности, которые мы отказываемся в себе признавать. Агрессия, зависть, страх, нечистые сексуальные импульсы. Все, чем ты не хочешь быть, но тем не менее являешься. И мы склонны видеть свою тень в других людях, в тех их чертах, которые нас раздражают, пугают, задевают за живое. Триггерят, как сейчас выражаются. Наш злой двойник живет в нас самих, но мы проецируем его качество на окружающих. Мы видим его уродливое отражение в зеркале других людей. Но вернемся к близнецам. В чем они-то виноваты? Да ни в чем, как я показала. Нет в них, разумеется, никакого злого начала. Просто их существование, их необычность подсознательно намекают некоторым людям о их, этих людей, рудиментарных страхах и комплексах. А вообще близнецы являются настоящим кладом для науки, поскольку они позволяют изучать влияние окружающей среды на человека и увидеть, как мы меняемся взрослея. Когда мы сравниваем двух однояйцевых близнецов и видим между ними отличия, мы не можем отмахнуться и сказать, гены. Гены у них практически одинаковые. Тем не менее, среди подросших близнецов очень часто один оказывается выше или полнее другого, у одного развивается какая-то болезнь, у другого нет. И вычеркнув генетический фактор из уравнения, мы можем отчетливее видеть влияние среды на человеческое здоровье.
Эта идея использовать однояйцевых близнецов для медицинских исследований впервые пришла в голову шведскому королю Густаву III еще в XVIII веке. После вступления на престол в 1771 году король Густав, ярый противник возбуждающих напитков, чая и кофе, был серьезно мотивирован продемонстрировать своим подданным, что кофе и чай оказывают пагубное воздействие на здоровье. Научно ориентированный король предложил заменить смертные приговоры паре близнецов-убийц на пожизненное заключение, если они согласятся провести остаток своей жизни в тюрьме, при этом один из них будет выпивать 3 чашки чая в день, а другой 3 чашки кофе. Близнец, который пил чай, умер первым, в возрасте 83 лет. До каких лет дожил близнец, пивший кофе, мы не знаем, поскольку и король, и оба врача, назначенные королем для наблюдения за этим исследованием, умерли намного раньше. Близнецы до сих пор представляют собой замечательную загадку для науки. Во-первых, мы до сих пор не знаем, почему они появляются. А во-вторых, до сих пор не объяснены невероятные совпадения, периодически обнаруживаемые в их жизни. Самым известным случаем загадочной связи между близнецами является, пожалуй, жизнь идентичных близнецов Джеймса Спрингера и Джеймса Льюиса. Сразу после рождения они были отданы на усыновление в разные семьи, и им удалось разыскать друг друга только спустя 39 лет. Встретившись, братья с изумлением обнаружили, что они не просто очень похожи внешне, но, во-первых, их обоих звали Джеймс, их приемные родители не были знакомы, и это была чистая случайность. И это еще не очень удивительно. Но при дальнейшем сравнении обнаружилось, что Джеймс и Джеймс оба имели в детстве собаку по кличке Той. Оба сказали, что их самым любимым школьным предметом была математика, а наименее любимым правописание. Оба были дважды женаты. В первый раз они оба женились на женщинах по имени Линда. Когда это не сработало, они оба развелись, потом они оба женились второй раз на женщинах по имени Бетти. Они назвали своих первенцев Джеймсом Алланом и Джеймсом Алланом, разница в одну букву. Оба прошли подготовку в правоохранительных органах и работали заместителями шерифов, каждый в своем городе в штате Огайо. И они оба отдыхали на одном и том же пляже во Флориде, добираясь туда и обратно на автомобиле «Шевроле». Все это очень трудно объяснить простым совпадением и совершенно невозможно объяснить как-то иначе. Может быть, близнецы и в самом деле не совсем обычные люди. Еще раз повторяю, мы не знаем, почему они появляются. И их связь с космосом, с Кастором и Палуксом, альфой и бетой близнецов, с древними легендами, пока что далеко не полностью изучена. На сегодня у меня все. Близнецы, подтвердите или опровергните наличие телепатической связи между вами. Не забудьте также поставить лайк, если вам понравилось это видео. До скорых встреч!